Христов. So this is different. И это в этом отличие. There is a way in which the spiritual realm and the natural realm do not talk to one another. Есть контекст, в котором духовный мир и мир природы или приверженцы этих двух подходов не говорят друг с другом, не соприкасаются. I did not perfectly understand the Bible's terminology here. Я не в идеальной степени понимаю библейскую терминологию здесь. But you can see from these verses that there are that the wisdom of the world and the wisdom of God are two different things. Но вы понимаете из этих стихов, что мудрость Божья и мудрость мирская — это две разные вещи. So when I talk about my desire to try to bring them together, А когда я говорю о моем желании совместить их, I have to admit that there are limits to how much we can do. мне нужно признать, что есть ограничения в том, как много мы можем сделать. Perhaps these things can be grasped with the mind. Например, все это может быть охвачено нашим разумом. But as one writer wrote named Thomas Sowell, Но как один писатель, которого зовут Томас Соуэлл, написал, intellect is not wisdom. интеллект не является мудростью. Even what Sowell called wisdom, which would be skill in living, Даже то, что Соул называл мудростью, которая будет отражать некоторые навыки в жизни, being clever in this world, когда мы являемся умными в этом мире, проявляем свой ум именно в жизни в мире, being wise in the terms or the eyes of this world, когда мы являемся мудрыми с точки зрения мира, is not the same as spiritual wisdom and spiritual knowledge. не является тем же самым, чем является духовная мудрость или духовное знание. This passage comes from after chapter 1 of 1 Corinthians. Одно еще послание из Библии, которое идет после первой главы первого послания к Коринфянам. Where Paul says that even the folly of God is wiser than the wisdom of men. В котором Павел говорил о том, что Божья мудрость больше, чем мудрость человека. And so what is wisdom to us as Christians И то, что является мудростью для нас, как для христиан, is folly to people who are not Christians. Может являться ошибочным, это могут не принимать не христиане. And what seems perfectly rational to people in the world И то, что является в идеальной степени рациональным с точки зрения мирских людей, we say is foolishness. может казаться для нас глупостью, как для христиан. And so when Paul gets to chapter 2, И когда Павел переходит к главе 2, he elaborates on this idea. он развивает дальше эту идею. In fact, it's a major theme that goes throughout the whole book of 1 Corinthians. Это основная тема, которую мы видим во всей книге, во всем первом послании к Коринфянам. It comes back in chapter 10 of 2 Corinthians. И он снова возвращается к этой теме в 10 главе второго послания к Коринфянам, Where Paul is telling the Corinthians he's going to come to them. где Павел говорит, что Коринфянам, что он вернется к ним. And he's going to capture their thoughts with spiritual weapons. И он захватит их мысли с помощью духовного орудия, Which are so different from human intellectual weapons. которое очень сильно отличается от человеческого интеллектуального оружия, Like the weapons of logic такого как оружие логики, and evidence или оружие очевидности, and proof. или оружие доказательства. So this is a very difficult. This is a very big problem sometimes with Christian education. И это часто очень большая проблема в контексте христианского образования. Because we're trying to teach children all of the knowledge of the world that they need to live in this world. А поскольку мы стремимся к тому, чтобы обучать детей всему тому разуму, который им, всей той мудрости, всем тем знаниям, которые им нужны для того, чтобы жить в этом мире, But at the same time, we want them to get this spiritual wisdom. но при этом мы хотим, чтобы они обрели и духовную мудрость. We want them to catch Christianity. Мы хотим, чтобы они схватили для себя, уяснили сущность христианства. We want Christ to come into their lives Мы хотим, чтобы Христос пришел в их жизнь and save them from their и sins, спас их от их грехов, and then to live in their lives. и чтобы он дальше жил в их жизни.
Godly parents realize that all the wisdom in the world Божьи родители осознают, что вся мудрость мира is not worth very much if their children do not know Christ. не стоит ничего, стоит немногого, если их дети не знают Христа. In John chapter 7, Jesus has conflict with his brothers, his physical brothers. В 7 главе послания Иоанна Иисус находится в некотором конфликте с его братьями. His brothers come to him with rational advice. Его братья приходят к нему с целью получить рациональный совет. But Jesus rejects their advice. Они дают ему совет, но Иисус отвергает их совет. Because his agenda is different, his goal is different. Потому что его цель, его план отличается от их целей и плана. And he has his own kind of wisdom, И у него есть его мудрость, belongs to him. которая принадлежит ему. So when I say that I'm trying to bring together the Bible and Adlerian psychology, Когда я говорю о том, что я стараюсь объединить Библию и адлерианский подход в психологии, I have to realize that these are, in many ways, two different kinds of things. мне нужно все равно учитывать, что в глобальном контексте это все равно разные вещи. We always have to keep this limitation in Но все mind. равно нужно учитывать эти ограничения. We must never really think that just some kind of human explanation is going to express the mystery of God. Нам всегда нужно учитывать, что никакое человеческое объяснение не сможет объяснить и не сможет ухватить сущность всего таинства Божьего. Or even the mystery about how He has created us as human beings. И даже тайна творения, тайна того, как Он создал нас, как людей. Every one of us is in God's image. Каждый из нас создан по образу и подобию Божьему. Every one of us is different. Каждый из нас имеет свои отличия. We're not like one another. Мы не являемся подобными, мы похожи, но мы не одинаковые. God has created each one of us specifically. Господь создал каждого из нас своим особым образом. And so it's probably impossible for us to completely understand everyone. И поэтому невозможно для нас в полной мере понять всех. And we certainly don't explain people just by putting them into a category. И мы, конечно же, не можем объяснить всех людей, их поведение, просто категоризируя их, размещая их в определенной категории, относя их к определенным категориям. Like the category of what sex they are. Категории того, какого они пола, or what race they are, или к какой расе они относятся, or how much money they make, или насколько велик их доход, or what language they speak, или на каком языке они говорят, whether English or Ukrainian. на английском или на украинском. We can't explain people just by putting them in those spots, in those places. Мы не можем объяснить поведение людей, просто автоматически относя их к какой-либо из этих категорий. So maybe this is a foolish idea of Поэтому, mine. возможно, это такая немножко глупенькая идея, моя идея. And maybe I should try to give up to show how wise Dr. Adler was. И, возможно, мне нужно в какой-то момент сдаться и перестать стремиться показывать, каким мудрым был доктор Адлер. But it is possible that Adler may have come to faith in Christ. Но, возможно, Адлер все-таки пришел к вере в Христа. There's some the leading people who teach about Adler would say, "Oh, never, he never did." Лидеры, которые преподают об Адлере, отрицают это, говорят, нет, такого никогда не могло с ним случиться. Adler's son Kurt said that, "Oh, we were always atheists." А сын Адлера, которого зовут Кёрт, говорил, что мы всегда были атеистами. Adler did become a Protestant before he passed away. Адлер стал протестантом перед тем, как он умер. В аспирантуре один из ведущих преподавателей, которого звали Боб Пауэрс, He was not a teacher in my seminary. он не был преподавателем в семинарии, But he said that he had letters that Adler had written. Он говорил, что у него были письма, которые написал Адлер. And Adler wrote in the letter this was about his daughter who had decided to go to the Soviet Union. И Адлер писал в одном из своих писем о своей дочери, которая решила поехать в Советский Союз And join the revolution. и присоединиться к революции. And she disappeared. И она исчезла.
And he wrote letters to her and he said, И он писал ей письма, он говорил, we'll meet again мы встретимся снова, if the Lord permits. если Господь разрешит нам. That doesn't sound like an atheist to me. Это не похоже на высказывание атеиста для меня. So I don't know. Perhaps he did and perhaps he didn't. Возможно, да, возможно, нет, я не знаю. But most of Adler's writings about human nature Но в основном из того, что писал Адлер о природе человека, are not so much related to the New Testament like 1st and 2nd Corinthians. они не имеют так много отношения к Новому Завету, not so much related to New Testament, and then what did you say? They're not so much related to New Testament writings. Они не имеют такого прямого отношения к тому, что написано в Новом Завете. And they're not so much related to the inspiration of the Holy Spirit. И они не особо связаны с вдохновленностью Духом Святым. Actually, it's more from his Jewish conception, his Jewish background, I Это think. скорее больше имеет отношение к его еврейскому восприятию, к его еврейскому происхождению, Which was a mixture of the Bible которое своими корнями идет к комбинации того, что написано в Библии, and tradition того, что есть в традиции and human и в experience. человеческом опыте. And I believe I was getting ready to come over here for one of our conferences. Я думаю, что я готовился приехать сюда на одну из наших конференций. And I called an Adlerian psychologist. Я позвонил психологу, который практикует в рамках адлерианского подхода In I think Canada, in в Canada, Канаде. and I said to this person, the writings of Adler sound so much like some of the writings that I've read in the Bible. Я сказала этому человеку, то, что писал Адлер, так сильно мне напоминает то, о чем я читаю в Библии. And she said, yes, of course, И она сказала, да, конечно, because Adler was Jewish. потому что Адлер был евреем. And so I don't mean to say this in any sort of a prejudice, Я не хочу говорить об этом как о какого-либо рода предрассудках or envy, или зависти, but rather to say that Adler, as a Jewish person, understood the Bible maybe better than he knew. но сказать, что Адлер, как еврей, возможно, понимал Библию лучше, чем он сам осознавал это. Right. So this doesn't mean I have to cancel the project. Это не значит, что мне нужно отменять весь наш проект. I'm just saying that the project has limits to it. Я хочу просто сказать, что этот проект имеет определенные ограничения. We can help with this idea of some of the Adlerian ideas. We can help people to have a good life here and now. Используя идеи Адлера, мы можем помогать людям иметь хорошую жизнь здесь и сейчас. Like the book of Proverbs explains economics. По аналогии с тем, как в книге Притч описаны многие экономические вопросы. It can help us be better therapists. Они также могут нам помочь быть более эффективными терапевтами, Better social workers, better teachers, более эффективными социальными работниками, учителями, better parents, родителями and as I said, better pastors. и даже быть более эффективными как пастыри. But maybe it's not going to help us introduce people to Jesus Christ. Но, возможно, они не помогут нам приводить людей к Христу. We have to be humble about that. Нам нужно быть смиренными в этом. The Lord said, "My ways are not your ways, И Господь сказал, мои пути это не ваши пути, and your ways are not my и ways." ваши пути это не мои пути. So we shouldn't think of this is going to win people to Christ necessarily. И нам не нужно думать, что этот подход поможет нам обрести людей для Христа. Because then we think we can produce Christians like we do in a factory. Потому что мы тогда можем начать думать, что мы способны продуцировать христиан по аналогии с тем, как работают на заводах. But rather, every Christian is a creation but done by God. Но нам нужно учитывать, что каждый христианин является Божьим творением. Every Christian is a miracle И каждый христианин является чудом, that God Himself does. которое Господь сам создает. So sometimes, however, if we try to force them together, И иногда, когда мы стремимся объединить их вместе, they end up not being very good psychology. если мы слишком усердно стараемся
объединить христианство и психологию, it won't be good psychology. это не будет хорошей психологией. And it won't be good Christianity И не either. будет хорошим христианством также. So we need to be careful Нам about how нужно we быть put these together. осторожными в том, как мы их комбинируем. I don't believe that the Lord is angry with me for trying to find the ways in which learning psychology and Christianity can talk to one another. Я не думаю, что Господь сердится на меня за то, что я ищу способы, как может сотрудничать адлерианская психология и христианство. Because the Lord is going to judge my heart, not necessarily every mistake that I make. Потому что Господь будет судить мое сердце и не обязательно будет судить каждую ошибку, которую я совершаю. And I'm sure he's more gracious. I know he's more gracious than I am. И я думаю, что Он гораздо более благородный, чем я. But maybe Мы стараемся быть добрыми христианами, будучи профессиональными психологами. Мы стараемся быть добрыми христианами, будучи профессиональными психологами. We try to be good Christians while being professional psychologists. exactly. Да, в точности. Of course, there is this big hole, this gap between human wisdom and God's wisdom. Есть большой разрыв между человеческой мудростью и Божьей мудростью. So it's the Holy Spirit's task to bring Это people задача to Духа Christ. Святого, чтобы приводить людей ко Христу. People can only come to Christ because the Holy Spirit draws them. Люди могут приходить ко Христу только если Дух Святой приводит их туда. So we're not going to be able to manipulate people Мы не сможем манипулировать людьми or talk them into becoming Christians. или уговаривать их стать христианами. The best thing we can do for people and we care about knowing Christ is to pray for them. Лучшее, что мы можем делать для людей, и мы заботимся о том, чтобы они знали Христа, это заключается в том, чтобы молиться о них. Because the Holy Spirit can even take our mistakes Потому что Дух Святой может даже брать на себя наши ошибки. and work His miracles with those. И даже как чудесным образом работать с ними. But this is the project that I feel that the Lord has allowed me to get involved with. Но это проект, в котором я чувствую, Господь хотел, чтобы я участвовала. And the real point of it should be to glorify. Разрешил, чтобы я участвовала. И идея здесь заключается в том, чтобы прославить Его. And the real point of it should be to glorify God. Прославить Бога. And with whatever guidance He gives to us. Используя любого рода руководство, которое Он нам предоставляет. It's probably good for us to say when we're to speak carefully when we talk about these two things. И нам очень важно быть бережными, когда мы говорим об этих двух вопросах. And for us to say, well, I want to speak psychologically at the moment. И нужно, чтобы мы могли разделять, говоря, что вот сейчас я хочу говорить с психологической точки зрения, And at other times we say, I'm speaking spiritually. а в другой момент важно говорить, сейчас я говорю с духовной точки зрения. Let me just take a couple more things where I don't agree with Dr. Adler. Разрешите мне упомянуть еще несколько вопросов, в которых я не соглашаюсь с доктором Адлером. If you read some of his books, Если вы прочитаете некоторые из его книг, you'll see that Dr. Adler believed in evolution. вы увидите, что доктор Адлер верил в эволюцию. He believed that humanity is getting better and better. Он верил, что человечество становится все лучше и лучше. Now, Dr. Adler went through World War А доктор Адлер пережил Первую мировую войну, I, and he died in 1937, и он умер в 1937 году, before the even larger war came along. перед более великой войной, более большей войной. He may have changed his mind if he'd gone Возможно, у through него that. бы изменилось его видение, если бы он... But that's what he left us with. He believed that human nature is getting better and better. Он верил, что человеческая природа совершенствуется. And I believe that human nature is basically the same since the beginning. А я считаю, что природа человека осталась такой же, как она была с самого начала. That even people in the Old Testament, like Abraham Что даже люди в Ветхом Завете, такие как Авраам and David, и Давид, were very much like we are today. они были во многом похожи на то, какими мы являемся сейчас. So I don't really believe that human nature in general is changing. И я не особо верю, что человеческая природа в общем меняется. The other thing is that, at least early in his life, Dr. Adler was a socialist. Другой вопрос заключается в том, что на ранних этапах его жизни доктор Адлер был социалистом. Although it's not my intention to talk about politics really, Несмотря на то, что у меня нет никакого намерения говорить сейчас о политике, I
just to say that I'm not a socialist. Я просто хотела упомянуть, что я сам не являюсь социалистом.